Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Показ коллекции дома Chanel Haute Couture осень-зима 2025-2026 на неделе высокой моды в Париже – это не только стразы, перья, шифон. Это рассказ, скорее даже модный роман, в котором каждая глава поведает историю о непокорной душе женщины. Не случайно линейка образов получила название «Дикая природа». Я бы отметила, «дикая» здесь ключевое слово. Плотные текстуры, мохнатые накидки, пальто с перьями. Каждый наряд словно шепчет: «Не подходи, я шикарная, но могу укусить». Сегодня главная героиня Шанель совсем не изящная лань на каблуках. Она – волчица в сапогах, которая знает, как выжить в сезон охоты в лесу. Или вот на модной премьере, которую бренд устроил в легендарном парижском дворце Гран-Пале. Здесь недавно завершилась грандиозная реставрация. Верхнюю галерею здания превратили в уменьшенную копию исторического салона на улице Камбон. Зеркальные панели, бежевые банкетки и стеганые подушки, шторы от пола до потолка и белый ковер с длинным ворсом создавали тихую камерную атмосферу частных примерок в штаб-квартире Шанель. Тот самый особый секретный настрой, который испытывают заказчицы именитого французского дома за закрытыми дверями в ателье высокой моды. К слову, приглашение на шоу сопровождалось подарочным экземпляром книги в позолоченной обложке, изданной в честь юбилейной даты 110 лет со дня запуска брендом отдельной линии Haute Couture. А на каждом сиденье гостей ожидал позолоченный сноп пшеницы. Подобный букет из колосьев держала в руках модель, выйдя на подиум в финале в белоснежном подвенечном наряде. Многим зрителям идея заменить свадебный атрибут невесты на золотые колоски показался довольно оригинальным, интересным уходом от поднадоевших традиций. Словно сама Габриэль говорит нам: «Вы особенная». В целом о новой линейке бренда можно сказать: здесь действительно все на высоком уровне. Отделка, декор, фактурные ткани. Мастерство кутюрного ателье уникально. Все благородно, красиво и очень твидово, как и во всех коллекциях марки Chanel за последние годы. Однако с приходом Матье Блази на пост креативного директора Дому моды пророчат кардинальные изменения стиля. Хотя Матье вступил в должность еще 1 апреля, но на подиуме пока результат творческих усилий дизайн-студии бренда. Говорят, на шоу Блази был инкогнито, и в коллекции уже можно ощутить его влияние. Смелые эксперименты с фактурами, игра на оптических иллюзиях. А что же стало главным источником вдохновения? Основные идеи команда Chanel черпала из давней любви основательницы к Шотландии. Именно там Коко впервые обратила внимание на твид, ставший визитной карточкой бренда. Высокие горы, словно взъерошенные холмы, озера, густые леса, холодный ветер и россыпи осенних листьев подтолкнули к созданию объемных форм, отточенных силуэтов в палитре первозданной природы этих удивительных мест. Каждый образ балансирует на грани роскоши и дикости. Словно модель вышла из лесной чащи и сразу под вспышки фотокамер. На мшистых пальто и жакетах будто капельки утренней росы сверкают пайетки. Бахрома колышется и, казалось, вот-вот зазвучит, как маракасы при каждом шаге моделей. В модных образах нет украшений. Да, они не требуются, ведь вместо них мы видим золоченые пуговицы, похожие на ювелирные произведения искусства. Длинные оперные перчатки, широкие кожаные ремни, высокие до середины бедра сапоги. Эти аксессуары прекрасно дополняют идею дикого лесного духа и, на мой взгляд, безупречно сочетаются с роскошью Haute Couture. От себя еще немного добавлю. Эта коллекция вызывает чувства. Не равнодушие, не зевоту, а настоящую бурю эмоций, как у женщины, которой случайно доставили чужую сумку Chanel по ошибке. Здесь целая смесь и радости, и тревоги, и желания побыстрее вытолкать курьера за дверь. Если вам, друзья, понравилось погружение в дикую природу Chanel, поставьте этому видео лайк, а в комментариях расскажите, в каком образе из новой коллекции вы бы отправились уверенно покорять любые вершины. Всем красоты, нескучного дня, позитива и только солнечного настроения!